Всем привет! Это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. Потому что реальные обзоры и тесты. Казалось бы, при чем тут радиаторы? Вот часть у меня в руке. Какая же это домашняя техника? Объясняю, они поумнели. И теперь это не просто батарея, а умный радиатор отопления, между прочим. В тренде, что называется. Почему бы об этом не рассказать? Чтобы было понятно, что такое вообще умный радиатор, как он работает, зачем и кому вообще пригодится. Расскажем в этом видео, а заодно, поскольку тему радиаторов отопления мы на канале, ранее толком не затрагивали, расскажем главное о том, что вообще такое современный радиатор отопления, какими они бывают, что нужно о них знать обычному юзеру, скажем так. Обо всем этом поговорим с экспертом. Влад, привет. Привет, Дань. Влад эксперт по радиаторам, по отоплению из Бауцентра, где мы сейчас снимаем. Рассказывай. Я честно говоря, совсем плохо знаю мир радиаторов, не погружен в него. И поэтому, собственно, ты главный здесь. Давай начнем с азов. Я приехал, у меня новая квартира или новый дом, и мне нужны радиаторы. Я не знаю ничего про них, какие нужны, что такое. Какие типы вообще бывают радиаторов? Смотри, радиаторы бывают секционные. Они подразделяются на биметаллические и алюминиевые. Так. Также бывают стальные панельные радиаторы и стальные трубчатые радиаторы. Вау, уже довольно много. Хорошо, а где какой, куда, с каким радиатором идти, где какой применяется? Секционные биметаллические радиаторы применяются в многоквартирных домах с центральной системой отопления. Так, понятно. Стальные панельные радиаторы и алюминиевые секционные радиаторы применяются в частном домостроении с индивидуальной системой отопления. Так. Также они могут использоваться и в многоквартирных домах, но при одном условии, что в этом доме будет индивидуальная система отопления. Ага, тут своя какая-то котельная, Да, все верно. Большой, есть такие, да. Расскажи, пожалуйста, что такое биметаллический радиатор, потому что, как мне кажется, он такой самый популярный, да, такой самый топовый, для массового такого потребителя, массового использования. Что это? Потому что, как-то много я читал, готовился к съемке, много про него каких-то разговоров, споров и так далее. Давай, что это? Биметаллический радиатор называется биметаллическим, собственно говоря, потому, что в нем присутствуют два металла. Можно догадаться, да. Это стальной коллектор, горизонтальный и вертикальный, и алюминиевый корпус. Так, а почему это все? Зачем это все? Вот так? Сталь, по сути, изолирует алюминиевый корпус от агрессивного теплоносителя. И теплоноситель с ним не соприкасается. Но при этом радиатор немножко теряет в теплоотдаче. Но зато он приобретает более устойчивую структуру перед теплоносителем и шламом, который находится в центральной системе отопления. Что такое шлам? Шлам — это мусор, который скапливается в системе отопления при регулярном циркулировании по всей сети. Хорошо. Смотри, то есть биметаллический радиатор — это радиатор, который применяется, много где, как я понимаю, да? Как обычному человеку понять, на самом деле биметаллический радиатор или нет? Потому что, опять же, я много чего читал по этому поводу, и есть какая-то история про то, что есть настоящие биметаллические радиаторы, есть не настоящие. Да, действительно, некоторые производители на нашем рынке делают стальным только вертикальный коллектор, а горизонтальный оставляют алюминиевым. Почему это они так делают? Что? Для экономии на производстве, да? Совершенно верно. Определить можно очень просто. Так. Просто подносишь магнит ко входу в горизонтальный коллектор, и если он держится, значит коллектор стальной. Если он, соответственно, у тебя отвалился, значит коллектор алюминиевый. А если коллектор алюминиевый, то это чревато? Теплоноситель полностью не будет изолирован в алюминиевом корпусе, и, соответственно, может появиться коррозия из-за агрессивного теплоносителя. Так, слушай, нас тут с тобой нам выдали инвентарь такой разный. Мне выдали такой и сказали, что это круто. А это то, что тебе выдали, не очень круто. Расскажи, почему это круто, а почему это не очень круто? Смотри, в каждом радиаторе Royal Thermo стоит такой коллектор. То есть так это все выглядит, да? Совершенно верно. Который... Это сталь. Да, это полностью стальной коллектор. Нержавеющая сталь. Который состоит из горизонтальных коллекторов и одного вертикального, полностью стальных. Так. Соответственно, то, что в руках у меня, здесь ты можешь наблюдать стальной коллектор вертикальный, но горизонтальные сделаны из алюминия. Соответственно, здесь будет контакт теплоносителя с алюминием, что уменьшит его срок службы. Такое. Тут даже видно, кстати, в разрезе, конечно, это в магазине, наверное, будет сложно посмотреть, но в целом в разрезе видно, что здесь два типа металла, да, и здесь, да, то есть сталь внутри, а снаружи алюминий. И здесь остается так же, то есть также сталь внутри. А
А вот здесь мы видим, что у нас вот эта часть стальная, вертикальная, и она заканчивается. И все, и никак не продолжается, а здесь остается один алюминий. Да, чисто Так голый что алюминий. вот такая наглядная разница между вот настоящим биметаллическим радиатором и тем, что пытаются выдать за него. Продолжаем тему радиаторов биметаллических и не биметаллических алюминиевых. Какой дороже? Вот это такой реально интересующий всех вопрос. Какой дороже, какой дешевле? Что вот в этом смысле? Дороже будет, конечно же, биметаллический радиатор, потому что используется более дорогой материал. Черт, сталь. логично. И более сложная технология производства. Ну и, соответственно, они же и дольше прослужат, и поэтому Естественно. все это так. Смотри, окей, а есть же вот разные форматы радиаторов. Ну вот они какие-то, они вот такие бывают. Я видел там каких-то вот таких новых домах есть какие-то низкие, вообще совсем небольшие такие радиаторы. Вот про это расскажи, в чем отличие и почему это все так? Отличие здесь заключается, естественно, в размере, и это все отталкивается от потребностей покупателя. Так. Сейчас новые дома, которые возводят наши застройщики, они идут либо с низкими потолками, с низкими подоконниками. Потолки, да, там тоже бывают не очень высокие. С низкими подоконниками, либо подоконников вообще в принципе нет. И как раз-таки для этих целей, когда от пола до подоконника у нас минимальное расстояние, существуют Ну да. биметаллические вот это, как правило, радиаторы. эта история, да. Я, собственно, вспоминаю, да, они же там окна почти в пол, да, идут такие. Да, практически. совершенно верно. Плюс, к тому же, в этих домах обычно не общая вертикальная система водоснабжения, а индивидуальная. То есть к каждой квартире индивидуально подходит точка тепла, и от нее уже лучевой разводкой по полу идет к радиатору. Окей. Ну, то есть смысл в том, что покупатель, вот он приходит в магазин, и он может выбрать, в общем, именно то, что нужно. Вот нет такой истории, как там было, не знаю, лет 20 назад, что вот есть батарея, вот эта вот чугунная. Да, вот это все, она одна единственная, и вот как хочешь, так и верти. Сейчас вот в этом смысле разнообразие, да? Конечно. Есть у нас и обычные радиаторы, есть дизайнерские радиаторы, есть дизайнерские радиаторы у нас в 3 цветах. У нас есть боковые подключение радиатора с нижним подключением радиатора как раз-таки под лучевую подводку, когда трубы у тебя выходят либо из пола, либо из стены. И смотрится это очень эстетично и эргономично. Ну, то есть еще разное подключение, в зависимости от особенностей самой системы отопления. Конечно, да? все вариативно. Кстати, мы сейчас вот стоим рядом с радиаторами Royal Thermo. Это такой очень известный в России, не только в России, такой тепловой, отопительный бренд. Поэтому, ну, собственно, вот на их примере мы так немножко изучаем тему радиаторов. На самом деле мы ее глубоко довольно изучим. Смотрите видео дальше. Что может ломаться? Какие слабые места у радиаторов? И вообще, они почему ломаются? Потому что их неправильно устанавливают, или там неправильно используют, или вот в самом радиаторе тоже что-то может сломаться? Большинство проблем с радиатором может возникнуть на этапе монтажа, либо при неправильной транспортировке. Так. Поэтому при покупке каждому покупателю необходимо проверить на целостность свой радиатор. Ну и, соответственно, проконтролировать монтажников, которые вам будут это все Ну, устанавливать. проконтролировать обычному человеку довольно сложно. Тут, видимо, единственный выход — это просто вот какие-то такие компании, монтаж специалистов реально, да? Да, совершенно верно. Как правило, я думаю, что и у производителей есть какой-то свой монтаж, ну или у каких-то там дилеров, которые занимаются продажей, и так далее. Хорошо. То есть обращайтесь к специалистам. Вот в этом. Это, кстати, на самом деле вот история вообще со всеми бытовой техникой, с кондиционерами та же история, там из-за неправильного монтажа куча проблем, ну и так далее. Так с радиаторами то же самое. А внутри, в принципе, если они не повреждены, если правильный монтаж, ничему особо ломаться нечему. Конечно. Вот так, чтобы в эксплуатации. Конечно, потому что на заводе все радиаторы проходят испытания под давлением, и, в принципе, заводской брак на стадии еще завода отсеивается. То есть к конечному покупателю доезжает уже полностью готовый продукт. Влад, я слышал такой термин, довольно уничижительный, касающийся радиаторов, фольга. Вот что имеется в виду? Монтажники так обычно называют китайские алюминиевые радиаторы. Презрительно немножко. Дело в том, что у них очень тонкий слой алюминия, и из-за этого у них очень сильно сокращается срок службы. Понятно. То есть все-таки китайские радиаторы — это еще не как китайские автомобили, которые все-таки, качество их заметно улучшилось. Они еще остаются в сравнении вот с этими, например, это российские же, да? Royal Thermo, совершенно верно, производится в России. Завод находится в городе Киржач. Там стоит несколько заводов по производству секционных биметаллических, секционных алюминиевых радиаторов, стальных панельных радиаторов и внутрипольных конвекторов. И это такое полностью российское производство, Полный все от цикл. начала до конца, Совершенно да? верно.
Понятно. Ну, слушайте, интересно, можно как-нибудь съездить на завод, посмотреть, как в России делают такие современные радиаторы. Хорошо, давай дальше. Вернемся немного вот в использование радиаторов, да, вот в процессы использования. Можно ли как-то их делать больше или делать меньше, да, то есть секции там снимать, удалять в зависимости от ситуации использования? Да, секционные радиаторы возможно разобрать или дособрать дополнительными секциями. Но это нужно делать предельно аккуратно, так как при малейшем перекосе в процессе работы впоследствии может появиться течь. И при этом гарантия с заводского изделия, которое наращивали секции либо убавляли, оно снимается. Ну понятно, то есть ты как бы уже нарушаешь целостность конструкции. Совершенно верно. Вообще, мне кажется, вот это такое. Сейчас же можно купить радиаторы с любым количеством секций. Ну, очень много вариантов, по-моему, да? То есть вот самому что-то там делать, мне кажется, как-то это такое. Хорошо, двигаемся дальше. Скажи, а что будет, если вот ты говорил, что вот эти биметаллические радиаторы, они, ну, как бы идеальны, можно сказать, для использования в многоквартирных домах. А если обычные радиаторы алюминиевые, там, допустим, в многоквартирном доме использовать, это можно или что? Почему нельзя, если нельзя? Использовать можно, но здесь нужно смотреть по ситуации. Если вы въехали в квартиру и там стоят алюминиевые радиаторы, нужно обратить внимание в первую очередь на сезон включения отопления, когда коммунальщики его только дают. Так. Если под давлением радиатор начинает подкапывать или на его стыках появляются разводы, соответственно, такой радиатор лучше поменять. Либо, если вы живете в домах 70-х, 80-х годов и ваши радиаторы эксплуатируются более 10 лет, я бы советовал в летний период их поменять. Понятно. Ну, то есть все-таки по большей части ты советуешь от алюминиевых радиаторов вот в обычном многоквартирном доме в квартире избавиться и поменять? Более надежный вариант будет биметаллический. Окей. Влад, слушай, ну вот смотри, у кондиционера есть такая, наверное, основная характеристика, это мощность, да, мощность охлаждения, на обогрев, то есть от этого зависит, собственно, площадь помещения, на котором он будет работать и так далее. А вот какая такая основная характеристика есть у радиатора отопления, если она вообще есть? У радиатора отопления основная характеристика – это теплоотдача. Так, ну это схоже, да, вот с кондиционерными делами? Да, да, принцип тот же самый. Но при одинаковом количестве секций и внешнем виде у радиатора может быть разная теплоотдача. Так, почему? Как это все вообще работает? Чем тяжелее радиатор, тем у него больше алюминия и, соответственно, больше теплоотдачи. Так. И наоборот, соответственно, если радиатор весит меньше, теплоотдача от него тоже будет хуже. Ну, а мы что мы можем сказать обычному юзеру? Вот он, если радиатор потяжелее, ему брать его? Если да? радиатор биметаллический какой-то потяжелее, он будет более энергоэффективным. Да. Соответственно, лучше взять его. То есть топить будет лучше, будет теплее, правильно я понимаю? Совершенно верно. Вот такой вот совет мы можем дать. Остаемся в теме биметаллических радиаторов. А знаешь, почему остаемся? Потому что их очень много вот на рынке, в магазинах. Зачем такое разнообразие? Даже у Royal Thermo, как одного из таких ведущих производителей, очень много моделей, каких-то линеек, серий. Зачем так много? Каждая линейка рассчитана на своего покупателя. Некоторым покупателям нужен простой белый биметаллический радиатор. Не заморачиваться и много не потратить. Обычная классика. А чтобы грело при этом? Да. Так, окей. Некоторым покупателям важен дизайн для того, чтобы радиатор вписался в интерьер. Вот, например, у нас здесь есть серия Билайнер в черном цвете. Ну, он прям круто выглядит, очень такой симпатичный, хочется его прямо. И да, и понятно, что это для тех, кто уже так вот к интерьеру более серьезно относятся, да, и готов побольше заплатить. Так. Также у нас есть серия от Royal Thermo, называется Piano Forte, у которого секции расположены как клавиши пианино. Я знаю эту серию, мы снимали ее на одной из выставок климатических, таких отопительных, и мне, помню, очень понравились эти радиаторы. И вот Piano Forte, они получили, по-моему, Red Dot. Да? Совершенно верно. Такая крутая премия за промышленный дизайн. Вот так, наши российские радиаторы Royal Thermo, Piano Forte имеют крутую премию Red Dot. Ну, это прям, они прям красивые, да, реально, вот чтобы... Дизайнерский. Дизайн. Ага, ну, хорошо. А еще какие-то вот отличия есть? Есть технические отличия в радиаторах. Есть радиаторы с боковым подключением, есть радиаторы с нижним подключением. И, соответственно, под потребности, если у вас низкие подоконники, есть радиаторы с минимальным межосевым расстоянием, чтобы они гармонично вписывались в интерьер вашей квартиры. Окей. Ясно. Ну, то есть, смотрите, биметаллические радиаторы, они вот отличаются и внешним видом, то есть дизайн решения могут быть разные, опять же, под ваш интерьер. Плюс есть технические моменты, которые, опять же, вы можете, ну, что называется, под свою ситуацию подобрать тот радиатор, который нужен. Да, вот поэтому, собственно, их так много, а не потому, что кто-то хочет всех запутать и так далее.
Так, Влад, смотри, сейчас же очень модная тема, различная умная домашняя бытовая техника. Вот я там дома, у меня стиральная машина умная, я и так прям кайфую с смартфона, прям там запускаю с дивана. Прям реально, я даже не знал, что так будет, а это работает, я реально этим пользуюсь. А вот что с радиаторами? Есть какая-то история? Как-то развивается эта тема? Или так это остается такой обычной батареей, там это вода горячая, все? Если говорить конкретно про Royal Thermo, Да. сейчас это уже необычная батарея, Так. потому что у Royal Thermo есть система контроля радиатором, которая Ничего называется... себе, что у тебя здесь так. Это система контроля радиатором, которая называется Smart Heat. Так. Благодаря этой системе можно подключить радиатор к своему приложению, к своему мобильному телефону. И управлять им удаленно. Ну, я понимаю, то есть там, по сути, да, температуру, да, все контролировать. Да. Также можно запрограммировать свой радиатор, чтобы в определенные часы, в определенные дни недели он изменял температуру по твоему желанию. Ну, то есть расписание работы и вот подстроить там, Совершенно не знаю, там ночью где-то погорячее, да, например, да, или наоборот, днем там меньше температуры и так далее. Хорошо, то есть можно даже, наверное, систему какую-то создать, да? Конечно. Радиатор, то есть у тебя будет отопительная система, которой ты будешь управлять со смартфона через мобильное приложение. С одного приложения, совершенно верно. Слушай, очень круто, но на самом деле это полезная вещь, потому что как бы, ну, есть история, когда вот умная техника, она, ну, такая притянута за уши, этот ум так называемый, да, когда никто не пользуется толком. А вот мне кажется, отопительная техника, климатическая, отопительная, это прям must-have, потому что, ну, реально удобно, ты настроила свое отопление как тебе нужно, там, не подходя, собственно, к радиатору, и все, и ты довольный, и все у тебя работает. По-моему, круто. А вот это вот, собственно, такой, ну, стартовый комплект, как я понимаю, да? Да, совершенно То есть верно. это такой хаб, через который все это работает, а вот это вот непосредственно... Термоголова. Термоголова, которую мы, ну, вот сейчас вот, тут, конечно, не так все это будет, но вот так вот это все примерно выглядит, да? Примерно это и так и выглядит. Вот так. И дальше у тебя здесь, собственно, все работает, в том числе и удаленно. Ну и не удаленно ты можешь в любом случае контролировать рядом с радиатором находясь. Ну вот так, до чего дошел прогресс. Теперь и радиаторы отопления, в частности Royal Thermo, они стали умными. Ну, какое у тостера мнение? Мнение, что мы молодцы, полноценно раскрыли вместе с Владом тему, рассказали о том, что такое современные радиаторы, радиатор отопления, что о них знать, какие наиболее актуальны и востребованы. Плюс мы теперь знаем вместе с вами, что такое умный радиатор отопления, что можно, оказывается, так вот легко теперь со смартфона управлять отоплением, что во многих ситуациях, ну, реально удобно. Приходите в комментарии, чтобы развивать тему. Ссылки, кстати, на хорошие радиаторы отопления и на то, что делает их умными, это все есть внизу в описании видео. Это тостер мы не делаем из домашней техники и сенсации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и какая от нее нам с вами реальная польза. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в теме. Заходите на Toster.ru, есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте. До новых обзоров и тестов. Пока!